Всем привет, Джей снова на связи. Сегодня у меня на обзоре Mettavo корпус Zalman Z1+, который поддерживает установку материнских плат вплоть до формата ATX. И как вы могли заметить, несмотря на его вполне современный внешний вид, в нем присутствует 5-дюймовый отсек, который уже не пользуется большой популярностью, как это было раньше, но, судя по отзывам на интернет-маркетах, все еще нужен некоторым пользователям. Обзоров на YouTube про этот корпус я не нашел, поэтому буду исправлять данную ситуацию. Итак, габариты корпуса с учетом всех выступающих частей составляют: длина 463, ширина 210, высота 485 мм. Начнем осмотр с верхней части корпуса. Здесь имеется пылевик на магнитах. Под ним находятся вентиляционные отверстия и места для установки двух 120 или 140 мм вентиляторов. Радиатор СЖО можно разместить на 120, 140, 240 и даже 280 мм. Причем расстояние от верхнего края материнки до верхней панели здесь составляет 60 мм. Поэтому с установкой стандартной по толщине СЖО здесь проблем быть не должно. Ближе к передней части корпуса расположилась кнопка включения, светодиоды питания и обращения к жесткому диску, кнопка перезагрузки, аудиоразъемы для подключения наушников и микрофона, пара разъемов USB версии 3.0 и один разъем версии 2.0. Также здесь имеется кнопка LED, хотя в комплекте с корпусом нет ни контроллера подсветки, ни вентиляторов с подсветкой. Передняя панель крепится к шасси корпуса на стандартные защелки, которых здесь по 4 штуки с каждой стороны. Пластик панели не особо толстый, поэтому снимайте ее аккуратно. 2/3 центральной части панели это металлическая сетка. Пылевого фильтра с внутренней стороны не предусмотрено. Общее количество предустановленных 120 мм вентиляторов в данном корпусе равно 3. 2 на передней панели и 1 на задней. Они без подсветки. Модель ZA1225SL. Выполнены на подшипнике скольжения. Размеры стандартные. Демпферов по углам нет. Скорость вращения до 1100 оборотов в минуту. Каждый из них можно подключать к материнке через трехпиновый разъем. Длина кабеля 430 мм. Для передних вентиляторов имеется двухпортовый сплиттер, чтобы их можно было подключить к одному разъему на материнке. Расстояние от коннектора до каждого из его разъемов 100 мм. В общем, на шасси корпуса спереди возможна установка 3 120 мм вентиляторов, но это при условии, что 5-дюймовый отсек не будет занят. Радиатор СЖО можно разместить на 120 или 240 мм. Расстояние от передней части шасси корпуса до начала крышки кожуха составляет 40 мм. При первом снятии из железной заглушки 5-дюймового отсека нужно будет выкрутить вот эти два винта и затем вырвать ее из оков шасси корпуса. На эти же винты ее можно будет вернуть на место. Кстати, если будете сюда устанавливать оптический привод, то сбоку это дело будет выглядеть вот так. И чтобы привод через левую панель не светил своим серебряным боком, можно воспользоваться пластиковой заглушкой с передней панели. Для этого ее нужно будет прикрутить вот сюда одним винтом. Полученный результат, как по мне, выглядит весьма интересным решением. На задней панели расположены отверстие под заглушку для материнки, посадочное место под один 120 мм вентилятор или радиатор СЖО с возможностью его небольшой регулировки по высоте. Ниже идут заглушки для видеокарты и периферии, которые придется выламывать, если решите туда что-то установить. Прижимная планка имеется, она пластиковая и в данном случае декоративная. Блок питания здесь располагается в нижней части. Высота ножек 14 мм. Они пластиковые и с мягкими накладками. Вентиляционные отверстия под блоком питания крупные, снаружи прикрыты небольшим пылевым фильтром. Левая боковая панель это слегка тонированное закаленное стекло толщиной 3 мм. Крепится на 4 винтах, которые имеют резиновые проставки в местах соприкосновения со стеклом. В местах крепления стекла к корпусу используются резиновые втулки. Кстати говоря, в комплекте есть пара запасных. Внутри корпуса блок питания закрыт кожухом. В нем сбоку вырезано демонстрационное окошко. Сверху имеется перфорация и места для установки двух 120 мм вентиляторов, но длинных винтов для их крепления в комплекте не предусмотрено. Ближе к поддону имеется пара отверстий для кабель-менеджмента. Вот эти 4 отверстия нужны для крепления с внутренней стороны кожуха одного 2,5 дюймового накопителя. Напомню, корпус поддерживает установку материнских плат формата Mini ATX, Micro ATX и ATX. Стоек для их крепления в комплекте 9 штук. Как видно, 6 из них уже вкручены на свои места, а еще 3 лежат в пакетике с дополнительным крепежом. Все, что дополнительно поставляется с данным корпусом, сейчас на ваших экранах. На поддоне имеются отверстия для кабель-менеджмента и обслуживания систем процессорного охлаждения. Вот эта планка съемная, крепится одним винтом с обратной стороны поддона. Для размещения видеокарты расстояние от края до края равно 400 мм, поэтому производитель рекомендует здесь устанавливать видеокарту длиной не более 385 мм. В любом случае этого расстояния будет достаточно для любой актуальной на данный момент видеокарты. Кулер для процессора можно установить высотой до 163 мм включительно.
Для укладки кабелей между поддоном материнки и правой панелью предусмотрено в среднем 20 мм свободного пространства. Правая панель ровная, крепится на 2 винта с накаткой. Небольшой выступ для облегчения демонтажа на боковой грани панели присутствует. Толщина металлопанели, а также шасси корпуса 0,6 мм. В месте установки блока питания предусмотрены 4 небольших демпфера. Свободного пространства от задней стенки до корзины для накопителей здесь 240 мм. Максимальная длина блока, рекомендуемая производителем, 190 мм. Но для удобства укладки проводов я бы сюда блок длиной более 160 мм не устанавливал. Как уже понятно, корзина несъемная. В ней можно разместить 2 3,5 дюймовых накопителя, при этом верхний не будет мешать 2,5 дюймовому накопителю, закрепленному на кожухе. Резиновых демпферов в корзине не предусмотрено. Еще 2 2,5 дюймовых накопителя можно разместить на вот этих съемных рамках. Отверстия для кабель-менеджмента в корпусе завальцованы, однако с центральным отверстием, вот в этих 3 местах, при сборке будьте аккуратны, дабы не пораниться. Выступы для крепления кабелей стяжками присутствуют. Для того, чтобы показать вам, как будет выглядеть в данном корпусе собранная система, я закину в него все вот эти железки. Строго прошу не судить, собираю из того, что у меня на данный момент есть в наличии. Коротко про них: Proц i5 12400, материнка MSI Z690 торпеда, оперативка Kingston Fury 32 ГБ DDR5 частотой 4800 МГц, M2 NVMe накопитель Patriot P300 на 512 ГБ, видеокарта MSI GTX 1080, блок питания Zalman Gigamax на 750 Вт. Охлаждать процессор будет кулер Zalman CNPS 10X Optima 2. Кстати говоря, он ко мне пришел сразу с комплектом крепления под сокет 1700. И, насколько мне известно, этот крепеж уже прилагается ко всем актуальным кулерам от Zalman. А с новыми поступлениями он уже будет идти в комплекте. Также решил добавить в эту сборку вентиляторы Zalman EF120A3, обзор на который был в предыдущем видео. И в 5-дюймовый отсек установлю свой старенький Reabas от Skite. Он туда как раз отлично подойдет. Итак, магия монтажа, и все готово. Что же хочется сказать по этому корпусу? По поводу размещения комплектующих в моем случае никаких вопросов не возникло. Кстати, высота процессорного кулера 158 мм. Для тяжелых видеокарт рекомендую использовать подставку, что я в свою очередь и сделал, так как не люблю, когда видеокарта в корпусе свисает из разъема как что-то грустное и этим портит весь вид сборки. В остальном у него все как у многих других актуальных корпусов, за исключением наличия 5-дюймового отсека. Дизайн передней панели мне лично не интересен, так как от такого я уже отвык. Хотя с практической точки зрения ее продул нормальный. Кстати, после получасового совместного теста AIDA 64 плюс Furmark процессор в данном корпусе максимально прогрелся до 65 градусов, а видеокарта до 75. Стоимость корпуса на данный момент почти $60, и, как по мне, за эту цену здесь хотелось бы видеть RGB вентиляторы с контроллером подсветки, либо чтобы сам корпус в таком варианте стоил дешевле. Ну а на этом у меня все. Актуальные цены на данный корпус найдете в описании под этим видео. Всем хорошего настроения, с вами как всегда был Джейсон, до скорого!